Итак, ребята, мы завершаем с вами большую тему о многозначности или полисемии. И я уже прочла лекцию, надеюсь, вы с ней ознакомились, о метафоре. А сегодня у нас с вами тема метонимия как тип полисемии. И, в общем, один единственный вопрос я вынесла, зачитаю его, и вы его видите на экране. Метонимия, регулярные метонимические переносы и разница между метафорой и метонимией. Что обозначает термин метонимия, мне кажется, тоже вам, в общем, известно, должно быть известно. Кстати говоря, по-гречески метонимия означает переименование. Так вот, метонимия обозначает такой тип переноса наименования, который основан не на сходстве объектов, не на их сопоставлении, как, например, метафора, а основан на смежности предметов и явлений, их пространственной, временной и прочей связи в реальном мире. Ну вот посмотрите, вы на экране видите пример с многозначным словом «дом». Итак, его первое основное значение – жилое или для учреждений здание, а также люди, живущие в нем. И пример – новый дом. Кстати говоря, уже в первом значении заложен метонимический перенос в оттенке значения, оно не вынесено в отдельное значение, но вот этот оттенок – здание, а также люди, живущие в нем. Вот по смежности этих объектов люди находятся внутри этого здания, да, людей тоже можно так назвать. Так что это уже метонимический перенос, который проявлен здесь в основном значении, в его оттенке. Ну, новый дом – это вот значение здания, да? А, например, дом вышел на субботник – это уже люди, живущие в этом здании. Это метонимический перенос. Второе значение этого слова образовано от первого путем так называемой синекдохи. Это метонимический перенос по модели «часть целая». Второе значение – квартира, а также семья, люди, живущие вместе. Опять мы видим квартира, само по себе, здание, квартира, это уже метонимия. Ну и квартира, а также люди из этой квартиры, это тоже метонимия. Пример – уйти из дома. Третье значение образовано от первого, то есть оно соединено не со вторым смысловыми связями, а с первым. И образовано оно от первого тоже путем метонимического переноса. Учреждение, заведение, обслуживающее общественные нужды. Например, дом моделей. Ну, помните, да, первое значение – здание, жилое или учреждение. И соответственно, да, учреждение, заведение можно назвать таким же словом «дом». Ну и, наконец, четвертое значение образовано от второго. Смотрите, там есть люди, живущие вместе, семья. Вот такой оттенок значения. И поэтому по смежности можно род каких-то людей, династию каких-то людей назвать домом. Дом Романовых, например. Вот, собственно говоря, это тоже метонимический перенос. Существуют различные типы метонимических переносов. Многие из них регулярны, то есть они постоянно воспроизводятся. Мы сейчас с вами увидим. Я выделила наиболее регулярные из метонимических переносов. Вы их все прекрасно знаете. Более того, забегая вперед, скажу, что это вам не метафора. И вы даже не осознаете, что эти значения созданы на базе какого-то переноса, что это переносные, по сути, значения. Потому что, вы поняли, да, в метонимию не заложена образность сопоставления объектов, наложения объектов. Метонимия – это смежность объектов, а поэтому, с одной стороны, нам кажется обычным, естественным назвать смежные объекты или явления одним и тем же словом. С другой стороны, мы не видим здесь часто вот этого самого переноса. Итак, регулярные типы метонимических переносов. Первая модель – действие и его результат. То есть словом, которое обозначает действие, можно назвать также и результат этого действия. Давайте, первый контекст – это прямое значение слова, а второй контекст – это как раз уже метонимический перенос. Украшение города, украшение как действие, да? Елочные украшения, а это результат. Факт ранения и тяжелое ранение.
Шитье платья как действие, да, как процесс, и золотое шитье как результат этого процесса. Действие, его результат. Первая метонимическая модель такая, да, регулярная. Действие и место действия. То же самое. Словом, которое обозначает действие, можно назвать место, где действие будет происходить. Выход на сцену – запасный выход. Помещение в больницу и жилое помещение. Остановка запрещена и остановка троллейбуса за углом. Третье. Действие, субъект или орудие действия. Свадьба уже прошла. Это вот свадьба как действо. Да? Свадьба пела и плясала. Вот, может быть, кому-то кажется, я знаю, часто люди делают ошибку, смотрят на контекст. Свадьба пела и плясала и думают, это метафора. Я спрашиваю, где метафора? Ну как же, пела и плясала. Да, пела и плясала употреблено в прямом значении. Свадьба, метонимический перенос, это не действие, а это субъекты этого действия. Те, кто это действие производит. Да? Дозор осуществлен по приказу генерала и ночной дозор. Съезд гостей был долгим, съезд гостей как действие. И съезд предпринимателей принял решение. Поднос блюд вот, осуществляется, поднос все новых блюд, то есть подносят их. И красивый поднос, вот вам орудие действия. Раздался свисток и подарили свисток. Четвертая модель всем нам тоже известна. Она очень распространена. Материал и изделия из него. Вот вы часто говорите, ой, на ней столько золота. Ну а теперь задумайтесь. Вы под словом золото что? Имели в виду химический элемент? Прямое значение слова золото именно это. Вы имели в виду не элемент, не даже слитки. Вы имели в виду изделие из золота, из этого металла. Да? Качественное серебро или в ушах серебро. Или сравните у Александра Сергеевича Грибоедова. Не то на серебре, на золоте едал. Ну, понятное дело, что на изделиях из серебра и из золота. Пятая модель тоже вам прекрасно известная. И как раз модель дом, здание, а также люди, это вот как раз вот по этой модели переноса. Вместилище, вместимое, или содержащее, содержимое, да? Светлая аудитория, и аудитория была довольна. Вместилище аудитория и вы, кто сидит в этой аудитории, да? Проветренный класс и дружный класс, или класс встал при виде учителя. Новый дом, и весь дом вышел на субботник. Или вот такое фарфоровое блюдо и мясное блюдо. Блюдо как вместилище и блюдо как вместимое. Хрустальный стакан и стакан муки. Город Москва и официальная Москва заявила. Или вот когда говорят, да, Лондон принял решение, официальный Нью-Йорк возражает. Мы даже не задумываемся, но понимаем, речь идет не о городах, не о вместилище, а о людях, в данном случае правительстве, которые находятся в этом городе. Шестой перенос. Ну, вспомним Некрасова. Мужик с базара, мужик, и там я пропускаю часть фразы, мужик Белинского и Пушкина с базара понесет. Ну, это такая мечта была у автора, да. Так вот, кого он понесет-то, что Белинского с Пушкиным на руках, живых и здоровых, не людей ведь понесет, а их произведение. И нам известен этот перенос, да, имя автора и его произведения. Ну, например, читать Пушкина – это перенос. Пушкин убит в 1837 году, это прямое значение. Да? Я люблю, предположим, Клода Моне, но вряд ли вы любите реальный персонаж. Вы любите его творчество, его картины, то есть его произведения. Это тоже перенос. И, наконец, вспомним о метонимическом переносе, который имеет отдельный термин – синекдоха, то есть перенос части на целое или наоборот. Ну, например, груша – дерево и груша – плод. Красная шапочка. Имя этой девочки образовано путем метонимического переноса, да, по типу, по головному убору. То есть весь человек назван по одной детали. И сравните тоже у Гоголя. «Эй, борода, как проехать к Плюшкину». Мужика называют борода. Это синекдоха. Человека назвали по одной только детали, по его части, по бороде. Дальше. Восьмое. Качество, присущее человеку.
качество в широком смысле. Вот этот перенос метонимический, поняли, да, смежность? Человеческое качество, качество в широком смысле. Он все-таки называется метафоризованной метонимией, потому что очень часто кажется, что в этом есть некий образ, хотя перенос происходит на основе не сходства, а смежности. То качество, которое присуще человеку, можно распространить, да, на качество вообще. Ну, например, скучный человек и скучный поход. Да, я не спорю, многие сказали бы, что скучный поход – это метафора. Но это вот такая, иногда говорят, метонимия с метафорической прокладкой, да, или метафоризованная метонимия. 9-я модель, которую вы видите на экране – носитель свойства и само свойство. Ну, например, смелость города берет. Например, смелость города берет. 10-я. Материальная форма, в которую заключено содержание, и само содержание. Материальная форма и само содержание этой формы. Толстая книга. Книга как предмет, да? А вот интересная книга – это уже речь о содержании. Ну и, наконец, нам всем хорошо известный метонимический перенос. Это когда образовываются метонимии от названий разделов науки. Помните, да? Ведь мы говорим с вами, с одной стороны, фонетика – это наука, а с другой – раздел науки о языке, да, фонетика, и с другой стороны, это название самой фонетической системы. Фонетика языка. Но также еще отрасль знания, вот эта модель, отрасль знания и ее предмет. Грамматика – это строй, структура языка, и грамматика – раздел языкознания. Вот, собственно, смежность. Синтаксис точно так же, морфология точно так же переносится. Ну, в любом случае, да, это такая частотная модель. Отрасль знания называется так же, как и предмет, собственно, этой отрасли. И в примерах я показала вам регулярные метонимические переносы, которые как отдельные значения отмечены в словаре. Метонимические переносы, как, собственно, и метафорические, свойственны разным частям речи. Но я вот обращаю ваше внимание сейчас на прилагательное, например. Тем более, что с ним как раз сложнее всего. Очень часто кажется, что это метафора. Ну или вообще мы не чувствуем там никакого переноса. В этом смысле лингвист Михаил Михайлович Покровский писал: у целого ряда относительных прилагательных развивается значение полный, иногда уживаясь со старым значением, иногда вытесняя его. Например, умный. Первоначальное значение, относящееся к уму. Но мы используем его чаще в значении полный ума, имеющий ум. Например, умные глаза. Глаза, в которых светится ум. Но, между прочим, раньше в языке так бы не сказали, а сказали глаза ума или умственные очи. Еще примеры. Грибной суп и грибное место, снежный обвал и снежная зима. То есть мы видим модель, относящаяся к чему-то, вот снежный обвал, обвал из снега, и полный чего-то, снежная зима, зима полная снега. Грибной суп – это относящийся к грибам, суп из грибов, да, и грибное место – место полное грибов. Таким образом, к метонимии принято относить сдвиги в значении прилагательных, а также глаголов, как тоже части речи, обозначающие признак. Эти сдвиги основаны на смежности характеризующих предметов. То есть такая вторичная метонимизация значения происходит. Еще примеры. Например, выутюженный костюм и выутюженный молодой человек. Ну, сравните, да? Вот может казаться, что это вроде такое метафорическое уже обозначение, выутюженный молодой человек. Но на самом деле здесь просто расширяется, да, по смежности значение, первоначальное значение слова «выутюженный». Сравните также расширение сочетаемости признаковых слов, которое вызвано смысловой близостью определяемых имен. Ну, например, дерзкое выражение глаз – дерзкий взгляд, дерзкие глаза – дерзкий ларнет. Ну, у Лермонтова есть в «Герое нашего времени» такая фраза: «Я навел на нее ларнет и заметил, что мой дерзкий ларнет рассердил ее не на шутку». Здесь прилагательное «дерзкий» характеризует
действующее лицо, а не орудие действия. Собственно, не ларнет, а человек с ларнетом, да, характеризуется. Метонимические переносы, так же, как и метафорические, собственно говоря, не всегда способствует возникновению прямо вот отдельного значения слова, которое фиксируется в словаре. Как раз метонимические переносы, их свойство в том, что они часто остаются на уровне речевого употребления. То есть существуют языковые метонимические переносы, они фиксируются в словаре. Мы с вами только что это на слове «дом» увидели, да? И существуют речевые метонимические переносы. Ну, например, да, таблетки от головы. Вот мы так говорим и не задумываемся. Ну, вообще, что значит таблетки от головы? Это от боли в голове таблетки, это метонимия. Или там сердце не позволило ему работать. Ну, в смысле сердце. Болезнь сердца, слабое сердце, это метонимия. После чая все собрались на балконе. Не после чая, а после процесса питья чая. Это тоже метонимия. Ну, и я вам... уже рассказывал, по-моему, показывал этот забавный пример, современный пример, когда именно на основе буквального значения слова и регулярного речевого метонимического переноса возникает эффект комичности в диалоге героев популярного сериала «Сваты», когда семья ужинает, и интеллигентная сватья говорит своему мужу-профессору: «Юра, осторожнее, не налегай на мясо, у тебя поджелудочная. Юра, осторожнее, с жирным, у тебя сердце». И такой простецкий, но шутник-остряк сват говорит: «О, сват, да у тебя все органы на месте». Ну, то есть она употребляет метонимический перенос, да, у тебя болит больное сердце, у тебя больная, слабая поджелудочная, а сват, увидев вот эту тонкость, да, вот так вот шутит. Совершенно ясно, что он шутит: у тебя все органы на месте, как будто она просто в прямом значении перечисляет все органы человека, собственно, своего мужа, да. Дальше. Не создают новых значений метонимические переносы, употребляемые как раз вот в разных типах дискурса, типа художественного, публицистической речи. Особенно это касается синекдохи. Синекдоху, то есть перенос части на целое и наоборот, в принципе рассматривают как стилистическое явление. Ну вот сравните, у Владимира Маяковского: «Литейный залили блузы и кепки». Ну понятно, что люди в блузах и кепках. А в двери бушлаты, шинели, тулупы. То же самое, да? Или у Вознесенского: «Что с вами, синий свитерок? В глазах тревожный ветерок». Ну, понятно, что речь идет о девушке, видимо, в синем свитерке. Ну, или, я очень люблю этот пример, деталь костюма как остросоциальная характеристика и как средство создания комического эффекта у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке». Зачитываю, да. «Читали вы про конфедерацию по разоружению? Обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету». Поняли, да? Речь идет о людях, одетых в пикейные жилеты. «Бернсдорф – это голова, Сноуден – это голова», отвечал спрошенный жилет. Ну вот уже возникает и комический эффект, да? «Что вы скажете насчет Сноудена?» «Я скажу вам откровенно», отвечала Панама. Опять появляется синекдоха, да? «Чемберлен все-таки также голова». Такие употребления, не меняя номинативного значения слова, воспроизводятся как специальный стилистический прием. Я обращаю ваше внимание, что в последнем примере встречается и предикатная метафора «голова». Не путайте ее с синекдохой, да? В данном случае это характеристика. Чемберлен все-таки тоже голова, да, и так далее. Сноуден – это голова, и так далее. Итак, мы видим, что вот эти метонимии типа жилет, Панама указывают, выделяют конкретного человека, позволяют отличить его от других. А метафора, вот голова, еще раз повторюсь, она не называет объект, не номинирует его. Она прежде всего его характеризует. И утрата этой функции приведет к угасанию как раз метафоры. Поэтому
и синтаксическая функция метонимии и метафоры в предложениях разнятся. Но метонимия чаще всего это обращение, типа «эй, борода», да, подлежащее, это приложение. А метафора все же чаще сказуемая или входит в состав сказуемого, но особенно, когда она предикатная. Ну, сравните. «Эй, шляпа, посторонись» – это метонимия синекдоха. «Ну ты шляпа» – это, конечно, метафора. Итак, мы, собственно, уже перешли к вопросу о к рассмотрению вопроса о разнице между двумя типами полисемии – метафорой и метонимией. Скажем тут коротко, да? В отличие от метафоры, при метонимическом переносе связь значений первичного и вторичного гораздо теснее. Мы часто даже не замечаем, что там, собственно, уже произведен этот перенос. Метонимия опирается на объективно существующие реальные предметные отношения, на отношения смежности, а не на индивидуально, субъективно устанавливаемое сходство, как бывает в начале метафорического, да, метафоризации. В связи с этим метафорический перенос, конечно, экспрессивнее, чем метонимический. То есть метафора шире в целом используется в художественном творчестве, а метонимия зато, как мы поняли, это самое распространенное явление в разговорной речи. Да? У меня сердце, и все понимают. Да? Или у меня сегодня голова. И если метафора придает речи выразительность таким образом, то метонимия способствует как раз экономии языковых средств. Ну, проще сказать «смотри осторожнее, у тебя поджелудочная», или «я люблю Пушкина», чем говорить «я люблю поэзию Пушкина», да, или «смотри, у тебя больная поджелудочная», или «у тебя болезнь поджелудочной железы». Наталья Давидовна Арутюнова, рассуждая об отличиях метафоры и метонимии, пишет, и мы этой фразой сейчас завершим наш с вами разговор: метонимия обращает внимание на индивидуализирующую черту, а метафора же дает сущностную характеристику объекта. Таким образом, метафора – это прежде всего сдвиг в значении, а метонимия – это сдвиг в референции. Вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать о метонимии. Чуть подробнее и о метафоре, и о метонимии вы поговорите на практических занятиях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте.